шумном семейном ресторане молодой официант по имени Сэм оказывается втянутым в напряженную и загадочную ситуацию, связанную с матерью и ее сыном. Когда Сэм подходит к их столику, чтобы принять заказ, он замечает, что мальчик делает короткий, но необычный знак рукой. Инстинкты Сэма немедленно поднимают тревогу, и он не может отделаться от ощущения, что что-то глубоко не так. В оживленном ресторане царит оживление, но Сэм не может избавиться от чувства, что что-то ужасно не так. Его взгляд скользит по залу в поисках каких-либо признаков опасности, пока он приближается к следующему столику. «Что я могу вам предложить сегодня, ребята?» – спрашивает он ровным голосом, несмотря на беспокойство, скручивающее его изнутри. Он записывает заказ, его ручка зависает над блокнотом, пока он еще раз оглядывает столовую. И тут он замечает их, женщину и маленького мальчика, сидящих у окна. Что-то в этой паре привлекает внимание Сэма, задевая за живое. Сэм слышит, как мальчик Джонни ерзает на своем сиденье, теребя маленькими ручками ткань своей светло-серой толстовки. Спереди на ней танцуют разноцветные мультяшные персонажи, что резко контрастирует с серьезным выражением лица ребенка. На макушке у него торчит 2 косички, закрепленные веселыми оранжевыми бантиками, которые кажутся почти издевательски яркими. «Все в порядке, дорогой?» Сладким, как сироп, голосом спрашивает Лаура. Джонни кивает, но его глаза бегают по ресторану, широко раскрытые и настороженные. Сэм хмурится, пораженный тем, насколько мальчик отличается от других детей, радостно болтающих и раскрашивающих что-то за соседними столиками. «Вот ваш заказ», – рассеянно говорит Сэм своему соседу по столу, по-прежнему не сводя глаз с Джонни и Лауры. Он не может объяснить щемящее чувство в груди. Инстинкт кричит, что что-то не так. Сэм трясет головой, пытаясь отогнать эту мысль. «Скорее всего, ничего страшного», — говорит он себе. Просто его сверхактивное воображение снова разыгралось. И все же он обнаруживает, что ноги сами несут его ближе к их столику и пытается уловить обрывки разговора. Лаура наклоняется и шепчет что-то, что Сэм не может разобрать. Плечи Джонни опускаются, его маленькая фигурка, кажется, сжимается сама по себе. Рука Сэма сжимает блокнот с заказами. Должен ли он что-нибудь сказать? Сделать что-нибудь? Или он слишком много внимания уделяет обычному обеду между матерью и сыном? Пока Сэм борется с нерешительностью, он понимает, что его перерыв подходит к концу. Бросив последний взгляд на Джонни и Лауру, он неохотно отворачивается, но перед глазами все еще стоит затравленный взгляд мальчика, безмолвная мольба, от которой Сэм, кажется, не может избавиться. Инстинкты Сэма обостряются, когда он краем глаза наблюдает за Джонни. Рука мальчика двигается под столом, затем появляется в таком необычном жесте, что Сэм застывает на месте. Маленькие пальчики Джонни сжимаются в кулачок, большой палец втягивается внутрь, затем быстрым, обдуманным движением вытягивается наружу. Что, черт возьми? Сэм бормочет что-то себе под нос, нахмурив брови. Он никогда раньше не видел ничего подобного. Ни взмах, ни движение, а четкий, намеренный знак. Сердце Сэма бешено колотится, пока он обдумывает свой следующий шаг. Он придает этому слишком большое значение, или это может быть крик о помощи. Голос Лауры прерывает его мысли, резкий и напряженный. «Сиди спокойно, Джонни», — шипит она, хватая мальчика за руку. Сэм морщится, разрываясь между своими обязанностями официанта и растущим беспокойством в животе. Он протирает ближайший столик, напрягая слух, чтобы услышать больше. «Я хочу домой», — шепчет Джонни дрожащим голосом. «Мы едем домой», — резко произносит Лаура, и ее слащавый тон улетучивается. Пальцы Сэма сжимают тряпку. Контраст между озабоченным поведением Джонни и беззаботными детьми вокруг него разительный и тревожный. Ему следует уйти и сосредоточиться на своей работе, и все же
«У вас все в порядке?» Сэм ловит себя на том, что задает этот вопрос, подходя к их столику, и в ушах у него гулко стучит пульс. Лаура натянуто улыбается. «Все в порядке. Спасибо». Но глаза Джонни встречаются с глазами Сэма, широко раскрытыми и умоляющими. И в этот момент Сэм понимает, что не может просто так уйти. Сердце Сэма чуть не остановилось, когда он увидел, как Лаура резко поднялась со своего места. «Я сейчас вернусь, Джонни», — говорит она, и в ее голосе слышится предупреждение. «Не двигайся». Когда Лаура исчезает в туалете, Сэм пользуется моментом. Ноги сами несут его к столику Джонни, прежде чем он успевает сообразить, что к чему. Оглянувшись, чтобы убедиться, что никто не наблюдает, он присаживается на корточке рядом с мальчиком. «Привет, приятель», — шепчет Сэм. Его голос едва слышен из-за шума ресторана. Джонни напрягается, его взгляд устремляется к двери туалета. Сэм наклоняется ближе, в животе у него все переворачивается. «Не волнуйся, приятель, я здесь, чтобы помочь». Взгляд Джонни возвращается к Сэму, его нижняя губа дрожит. На мгновение сердце Сэма замирает, и он боится, что совершил ужасную ошибку. Но затем плечи Джонни расслабляются, совсем чуть-чуть. «Правда», — шепчет Джонни в ответ дрожащим голосом. Сэм кивает, выдавливая из себя ободряющую улыбку, несмотря на адреналин, бурлящий в его жилах. «Тот жест, который ты показывал раньше, можешь показать мне еще раз?» Джонни колеблется. Его маленькие ручки нервно теребят колени. Мысли Сэма мечутся. Что, если он ошибается? Что, если Лаура вернется? Но тут Джонни трясущимися пальцами начинает составлять знак. У Сэма перехватывает дыхание. «Ты такой храбрый», — бормочет он, стараясь, чтобы его голос звучал ровно. «Я обещаю. Я позабочусь о твоей безопасности». Огонек надежды загорается в глазах Джонни, и Сэм чувствует, как тяжесть этого доверия ложится ему на плечи, словно свинцовое одеяло. Он должен действовать быстро. Но как? Звук открывающейся двери заставляет их обоих подпрыгнуть. Сэм выпрямляется, его сердце бешено колотится. «Помни, я здесь», — настойчиво шепчет он, прежде чем отвернуться, молясь, чтобы его лицо не выдало внутреннего смятения. У Сэма закружилась голова, когда он отошел от столика Джонни, его ноги словно налились свинцом. В памяти всплыл жест мальчика, который теперь можно было безошибочно узнать. 3 пальца прижаты к ладони, большой палец и мизинец вытянуты. Крик о помощи, ясный, как божий день. «Ты в порядке, Сэм?» Его коллега Эми окликнула его, заметив, как посерело его лицо. Он машинально кивнул, оглядывая ресторан в поисках своего менеджера Бена. Сэм заметил его у стойки, просматривающего инвентарные ведомости. «Бен», — настойчиво прошипел Сэм, приближаясь размеренными шагами, — «мне нужно с тобой поговорить». Бен поднял глаза и нахмурился, увидев напряженное выражение лица Сэма. «Что происходит?» Сэм наклонился ближе. Его голос был едва слышен. «Тот парень за 7-м столиком? Я думаю, он в опасности. Он подал сигнал бедствия». Глаза Бена расширились. «Вы уверены?» «Уверен», — настаивал Сэм. У него вспотели ладони. «Нам нужно позвонить в полицию, только тихо». Бен заколебался, бросив взгляд в сторону столика Джонни. «Это серьезное обвинение, Сэм. Мы не можем просто...» «Пожалуйста», — перебил его Сэм, в его голосе слышалось отчаяние. «Я знаю, это звучит безумно, но клянусь, этому мальчику нужна помощь. Мы не можем терять время». Бен изучал лицо Сэма, в его глазах читалось противоречие. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он кивнул. «Хорошо, я позвоню из офиса. Приглядывай за ними, но не делай ничего, что могло бы их насторожить». Когда Бен поспешил к выходу, Сэм почувствовал смесь облегчения и растущей тревоги. Он молился, чтобы они не опоздали. Напряжение, повисшее в воздухе, стало ощутимым,
когда в ресторан вошли двое полицейских в штатском. Их взгляды сразу же обежали помещение. Сердце Сэма бешено заколотилось, когда он увидел, как они подошли к стойке администратора, незаметно показывая свои значки. «7-й столик», — услышал он, как официантка что-то пробормотала, едва заметно указывая на Джонни и Лауру. Офицеры разошлись, один занял место у стойки, а другой, как ни в чем не бывало, прошел мимо столика Джонни. Сэм затаил дыхание, наблюдая за происходящим, словно за игрой в шахматы с высокими ставками. Офицер Майер, тот, что стоял у бара, заказал садовую и завел разговор с Джонни. «Привет, приятель, на тебе классная толстовка. Вам нравятся супергерои?» Джонни взглянул на Лауру, которая сдержанно кивнула, прежде чем ответить. «Да, мне нравится». «Я тоже». Офицер Майер улыбнулся, его голос был теплым и ободряющим. «Кто твой любимый?» Пока Джонни нерешительно вступал в разговор, Сэм заметил, что офицер Джоу наблюдает за происходящим неподалеку, ее проницательный взгляд подмечает каждую деталь. Лаура нервно барабанила пальцами по столу. «Джонни, дорогой, нам скоро нужно уходить». «Вообще-то, мэм», — мягко вмешался офицер Джоу, подходя к столу. «Мы хотели бы задать вам обоим несколько вопросов, если вы не возражаете». Желудок Сэма сжался, когда он увидел, как на лице Лауры промелькнула паника. Джонни переводил взгляд с одного офицера на другого. В выражении его лица читалась смесь страха и надежды. «Что все это значит?» — напряженным голосом спросила Лаура. Офицер Майер опустился на колени рядом с Джонни, его голос звучал мягко. «Джонни, ты можешь сказать мне свое полное имя и где ты живешь?» Нижняя губа мальчика задрожала, когда он взглянул на Лауру, а затем снова на офицера. Я не должен был говорить». У Сэма перехватило дыхание, когда он увидел, как офицер, понимающе переглянулся с ним. Они раскрыли правду, о которой он подозревал. Джонни был не там, где ему следовало быть. «Все в порядке, приятель», — заверил его офицер Майер. «Теперь ты в безопасности. Мы здесь, чтобы помочь вам». Когда офицер Джоу начал допрашивать Лауру, Сэм увидел, что в глазах обоих офицеров появилась решимость. Они собирали улики, скрупулезно складывая мозаику похищения Джонни. Мысли Сэма метались. Действительно ли он столкнулся с похищением? Тяжесть ситуации давила на него. В груди бурлила смесь облегчения и недоверия. Он доверился своим инстинктам, и теперь у Джонни был шанс на спасение. Офицеры действовали с отработанной эффективностью, их голоса были тихими и властными, когда они готовились вмешаться. Сэм с колотящимся сердцем наблюдал, как перед ним раскрывается правда, навсегда меняющая жизни всех, кто был вовлечен в это дело. Поведение Лауры резко изменилось, ее взгляд метнулся к выходу. «Это нелепо», — выплюнула она, ее голос дрожал от едва сдерживаемого гнева. «Я его мать. Мы уходим». Она потянулась к руке Джонни, но офицер Джоу встал между ними. «Мэм, мне нужно, чтобы вы оставались здесь». Мышцы Сэма напряглись, когда он наблюдал за разворачивающейся сценой, разрываясь между желанием вмешаться и осознанием того, что он должен позволить профессионалам разобраться с этим. «Вы не можете держать нас здесь!» Кэролин повысила голос, привлекая любопытные взгляды посетителей, сидевших неподалеку. «Это домогательство!» Офицер Майер сохранял спокойствие, его голос звучал тихо и ровно. «У нас есть основания полагать, что Джонни не ваш сын. Если вы будете сотрудничать, мы сможем быстро во всем разобраться». Сердце Сэма бешено заколотилось, когда он увидел, как Джонни отпрянул от Лауры, а в широко раскрытых глазах мальчика смешались страх и надежда. Больше всего на свете ему хотелось подхватить ребенка на руки и защитить его от разворачивающегося хаоса. Напряжение, повисшее в воздухе, стало ощутимым, когда лицо Лауры дрогнуло. «Ты не понимаешь», — взмолилась она срывающимся голосом. «Я должна была забрать его. Его настоящие родители. Они его не заслуживали».
Внимание Сэма привлекла суматоха у входа в ресторан. В комнату ворвалась пара. На их лицах были написаны отчаяние и радость. Взгляд женщины остановился на Джонни, и она сдавленно всхлипнула. Сэм почувствовал, как к горлу подкатил комок, когда увидел, как Джонни вырвался от полицейских и бросился в объятия своей настоящей матери. Семья прижалась друг к другу, и их облегченные рыдания эхом разнеслись по притихшему ресторану. Когда Лауру уводили в наручниках, Сэм поймал взгляд Джонни. Мальчик одарил его легкой благодарной улыбкой, и Сэм почувствовал, как тяжесть событий этого дня легла на его плечи. Он изменил ситуацию, изменил всю его жизнь. Рядом с Сэмом появился менеджер и сжал его плечо. «Ты молодец, парень. Действительно молодец». Наблюдая за полным слез воссоединением семьи, Сэм почувствовал, как на него нахлынула смесь усталости и удовлетворения. Он доверился своим инстинктам, рискнул и навсегда изменил жизнь. Когда адреналин начал спадать, он осознал истинное значение своих действий и ответственность, связанную с проявлением бдительности в мире, где не все было так, как казалось. В последующие дни Сэм не мог избавиться от последствий той роковой ночи. Местные новости подхватили эту историю, и вскоре, казалось, все в городе знали об официанте, который спас похищенного ребенка. «Сэм, ты практически знаменитость», — поддразнила его коллега Клэр, когда они готовились к ужину. «Я обошла 3 столика и спросила, работаешь ли ты сегодня?» Сэм пожал плечами, чувствуя себя неловко от такого внимания. «Я просто сделал то, что сделал бы любой на его месте». Но в глубине души он понимал, что это не так просто. Этот инцидент пробудил в нем что-то, чувство цели, которое он не мог игнорировать. Однажды днем, когда Сэм вытирал столы, к нему подошел менеджер с необычной просьбой. Позвонили из начальной школы. Они хотят, чтобы вы выступили на собрании с речью о безопасности детей. Ты готов? Сэм заколебался, его сердце бешено колотилось. Публичные выступления не были его сильной стороной, но образ благодарной улыбки Джонни вспыхнул в его сознании. «Да», — сказал он, сам себе удивляясь, — «я сделаю это». Несколько недель спустя, стоя перед морем молодых лиц, Сэм глубоко вздохнул. «Сегодня мы познакомимся со специальным сигналом рукой», — начал он, демонстрируя жест, с которого все началось. «Это может показаться незначительным, но это может иметь большое значение». Во время своего выступления Сэм заметил пристальное внимание детей. Их глаза расширились от понимания. Он почувствовал прилив эмоций, осознав потенциальное воздействие этого простого урока. Позже, тем же вечером, запирая ресторан, Сэм остановился, чтобы понаблюдать за семьями, прогуливающимися по тротуару. Маленькая девочка вприпрыжку бежала рядом с матерью, крепко держась за руки. Сэм улыбнулся про себя, его охватила смесь гордости и смирения. Он никогда не стремился стать героем или защитником, но жизнь странным образом направляет тебя к твоему истинному призванию. «Иногда», — размышлял он вслух, — «самые незначительные действия вызывают самые большие волнения». С этой мыслью Сэм направился к дому, к себе. Его шаги стали легче, чем раньше. Груз ответственности, который он ощутил в ту ночь, не исчез, но превратился в нечто иное. Тихая решимость держать ухо востро, оставаться бдительным и помнить, что в мире, полном незнакомцев, иногда достаточно одного человека, чтобы что-то изменить.